Сборная Грузии возвращается спустя месяц после триумфального начала Лиги наций. Сейчас нас ждут еще два матча против сборных Украины и Албании. И на днях Вилли Саньоль объявил состав. 23 футболиста, которые приедут и будут биться за очередные победы. Я напомню, что Грузия сейчас идет вообще на первом месте в своей группе. И вот нужно отстоять это первое место по итогам двух матчей. Давайте подробно разберем, кто приедет добиваться этого результата. Сборная Грузии соберется 7 октября в Польше, не в Грузии, потому что матч с Украиной будет играться именно там, в городе Познань. И вот эти 23 футболиста, которых огласил Вилли Саньоль, сейчас я вам списком их всех покажу. Я думаю, многие имена вам знакомы, но и в наших выпусках мы их, в общем-то, разбираем. Так что вряд ли это для вас станет сюрпризом. Но, тем не менее, вот еще раз посмотрите. Мы сейчас пройдемся по всем линиям, разберем вообще, что стоит ожидать от Саньоля и от сборной Грузии. Вы уж извините, я немного приболел, но решил, что нельзя вас оставить без этого видео. Поэтому вот жена приготовила мне компот, и я периодически буду его выпивать. Прошу мне это простить, но просто, чтобы вы лучше меня слышали и понятнее было, что я говорю, придется к этому прибегать периодически. Итак, погнали. Начинаем, конечно же, с вратарской линии. Ну, здесь, казалось бы, вроде бы все очевидно. Георгий Мамардашвили, ну, как он может не выйти в стартовом составе? Ну, кто его заменит? Ну, Георгий Лория, ну, конечно, да, это легенда. Вообще и Динамо Тбилиси, и всего грузинского футбола. И даже если, знаете, сравнить показатели, в общем-то, Лория немногим хуже. Но играет Лория все же в чемпионате Кипра, а не в испанской Ла Лиге, поэтому, наверное, стоит сделать на это скидку. Мамардашвили после прошлых матчей сборной Грузии, в общем-то, играл регулярно, даже 2 матча на 0 сыграл, но было и 2 крупных разгромных неприятных поражения под 0-3 от мадридского Атлетика и от Реал Сосьедада. Но, тем не менее, повторюсь, что кажется, что здесь все понятно. У Георгия Лория тоже было 2 сухаря, и играет он тоже стабильно, и первый номер, у него уже там 5 матчей в чемпионате Кипра. Но если вдруг что-то случится, не дай бог, с Мамардашвили, кажется, что Лория вполне может его заменить и быть таким тоже уверенным первым номером в составе сборной Грузии. Есть еще Лука Гугешашвили из греческого Пансерайкоса. Ну, знаете, у него там так даже у всей команды, наверное, не очень складывается, потому что там ни одного матча на 0 у него нет. Команда идет там во второй половине таблицы. Ну, в общем, не самым удачным все образом складывается. Хотя, знаете, тоже нельзя ставить крест на вратаре из-за таких результатов. Давайте подведем итог. Мой выбор — Мамардашвили в стартовом составе на ближайший матч сборной Грузии. Как правило, Вилли Саньоль играет в 3 центральных защитника, иногда они меняются немного по позициям, но фамилии примерно те же. В большинстве случаев это Кашия, Гвилисиани и Двали. Если говорить про каждого из футболистов отдельно, ну, Гвилисиани, он играет за иранский Персеполис, постоянно играет, постоянно получает игровую практику, здесь вопросов быть не может. Кашия, он сейчас имеет уникальный опыт матчей уровня Лиги Чемпионов. Там Владимир Вайс дал ему небольшой такой отпуск в матче чемпионата Словакии, он вообще его не выпускал один раз. Ну, потом, знаете, после разгрома от Селтика, в котором, мне кажется, вот у Каши все действительно было очень плохо. Как будто вот все валилось из рук. Вот 5-1 команда проиграла, и оценки были у Каши очень низкие. Но в итоге ничего страшного. В кубке потом Каши забил свой мяч, когда там просто поиздевались над соперником, со счетом 6-1 выиграли на выезде. Потом был матч еще в чемпионате Словакии, о котором я рассказывал, кстати, в выпуске Соккар ТВ. Если вы еще не смотрели, обязательно посмотрите. Там все максимально подробно. Так вот, там Гурам, он сыграл блестяще, на мой взгляд. У него 97% точность была передач, что для защитника, согласитесь, очень хороший показатель. Ну и последняя встреча на данный момент — это игра против Манчестера Сити, где, конечно, Холланд и вообще вся эта банда Гвардиолы сумасшедшая. Но, тем не менее, Гурам тоже неплохие оценки там набрал, несмотря на такое обидное поражение со счетом 0-4. Что касается третьего футболиста в этой линии, Лаша Двали, он, в общем-то, тоже стабильно играет в основном составе АПОЭля кипрского. И, наверное, можно сказать, что он точно уж хуже не стал за этот месяц, когда в последний раз сборная Грузии собиралась. И еврокубковый опыт, вот буквально на днях у АПЛ выездной матч в Лиге конференций УЕФА, ну и выиграли не так давно Суперкубок Кипра. В общем, у него тоже все в порядке. Ну, что бы я еще отметил, если мы говорим про оборону, здесь вернулся Саба Кверквелия.
у которого были там проблемы со здоровьем, были травмы, после которых он восстанавливался. Сейчас он играет в Динамо Тбилиси, стабильно играет. И вот Вилли Саньоль его вновь вызывает в сборную. Кстати, Кварквелия на Евро тоже играл, если вы вдруг забыли. Помимо этого есть еще Саба Гагличидзе, защитник Эмполи, который, ну, на мой взгляд, достаточно неожиданно стал стабильно играть в старте. У него уже 4 выхода в старте Эмполи и 3 матча команда играет на 0. Причем один из этих матчей с Ювентусом был. Так что Саба, мне кажется, вполне может и в случае чего выйти за сборную Грузии в старте. Хотя, ну, здесь как бы сочетание партнеров будет другое, и, ну, наверное, какие-то вопросы могут быть. Но я думаю, что это вот такой стабильный игрок, которого вполне могут выпустить. И подводя итог, Кашия, Двали, Гвилисиани – это трио центральных защитников. Идем дальше. Формально Какабадзе и Лочошвили, они являются защитниками, но в каких-то схемах их выдвигают вперед и считают как полузащитников. Что касается Какабадзе, он, в общем-то, стабильно играет в составе Краковии польской, даже иногда выходит с капитанской повязкой. Лочошвили тоже выходил с капитанской повязкой за Кремонезе в кубковом матче, но там они проиграли. Лочошвили не самым лучшим образом сыграл, давайте скажем прямо. И, в общем-то, это был единственный его матч. Представляете, единственный матч за вот этот месяц, который прошел с предыдущих матчей сборной Грузии. И вот здесь у меня есть определенные сомнения, что Саньоль доверит ему место в старте. Хотя, опять же, нужно смотреть, конечно, по готовности игрока и по его психологическому состоянию. Есть еще, конечно, Георгий Цитаишвили, который выходил в старте как раз-таки на этой же позиции в первых матчах Евро. Но вот потом что-то Вилли Саньолю не понравилось в его игре, и как раз-таки вместо Цитаишвили начал выходить Лочошвили. Но если взять показатели Цитаишвили, как раз сейчас у него все в порядке. Он влился, мне кажется, самым лучшим образом в игру Гранады. Там уже у него есть и голевые действия, и голевые передачи. В общем, кажется, что как будто он там поймал свою игру. Но вот доверит ли ему Саньоль место в старте в таких ответственных матчах, это вопрос. Ответ на который мы совсем скоро с вами узнаем. Ну, кстати, говоря о Цитаишвили, наверное, стоит еще сказать, что, если вы вдруг не знали, он на молодежном уровне выступал за сборную Украины. И, возможно, это какая-то дополнительная мотивация для него в матче против своей экс-сборной, да, если так можно сказать, проявить себя как-то более активно. Ну и совершенно точно этот матч для него будет особенным, здесь сомнений быть не может. Дальше смотрим на центральную ось: Качарашвили, Чаквитадзе, Китаишвили. Мне кажется, если ни у кого не будет никаких травм, повреждений, то вот здесь без вариантов. Вообще, что вот эта тройка должна выходить. Вообще, посмотрите на их статистику, на их последние матчи. Чаквитадзе, он и с Ман-Сити сыграл, и голевую там отдал. И, в общем-то, в клубе у него все в порядке. Контракт продлил на 5 лет с Уотфордом. И даже, знаете, когда команда не выигрывает, Чаквитадзе все равно он один из лучших. И это видно по статистическим данным. Ну, если вы вдруг матч смотрите, я думаю, вы это тоже замечали. Что касается Кочурашвили, то здесь, наверное, стоит выделить его последний матч, где... Потому что в предыдущих матчах, ну, не всегда он получал столько игрового времени, сколько бы хотелось, не всегда выходил в старте. А здесь вот он вышел в старте, первый тайм он так присмотрелся, была там помарка, была ошибка, после которой Леванте пропустил, и вот вышли 2-2. И потом во втором тайме фактически он сделал игру. Ну и знаете, вот тут даже вопрос не в этих голевых действиях, а в его активности. То есть вот есть какая-то уверенность, что это тот футболист, который может приносить результат, может забивать, что мы, кстати, с вами видели в игре против сборной Албании. Поэтому Качарашвили однозначно старт, здесь нет вопросов. Ну и Китаишвили, который вместе с Гуравом Кашия сейчас дебютирует в Лиге чемпионов. Да, тоже дебютирует, скажем, не так просто. 2 поражения также у Штурма, как и у Слована. Китаишвили в чемпионате Австрии тоже играет стабильно, является одним из лидеров команды и капитаном команды периодически тоже он выходит. Поэтому здесь, я думаю, что в этой линии у нас изменений не будет. Если что, усилить полузащиту есть кем у Саньоля. Зорико Давиташвили, который пока мучается, наверное, больше с Сент-Этьеном, но тем не менее участвует в голевых атаках. И еще один футболист – это Сандро Алтунашвили из австрийского Вольсберга, который, ну, наверное, хотел бы больше времени в сборной Грузии получать. Но, извините, когда у вас такая центральная линия, я думаю, что вопросов быть не должно быть к главному тренеру. Ну и самое интересное, переходим к линии атаки. Здесь как будто бы все понятно. Хвичи, Микаутадзе.
Микаутадзе, вот он, знаете, получалось, у него не получалось, в него всегда Саньоль верил, всегда его выпускал. Чего стоит только матч против сборной Чехии, когда вот Микаутадзе приехал из Лиона, кому-то могло показаться, что таким разобранным, ничего у него там не получалось, голов не было, голевых не было, тренер ему не доверял. Но нет, с Чехией блестящий гол он забил, вообще я готов его пересматривать снова и снова. Вложил просто мяч в ногу ему, партнер по команде, и с лета ударил Микаутадзе, прям в прямом эфире этот гол помню вообще, это было прекрасно. Но вот вроде начал больше времени получать Жорж в Лионе, но пока все равно не ладится. По поводу Хвича тут, наверное, много говорить не стоит, все у него хорошо, Еврокубков нет, да, обидно, но в Италии Наполи сейчас первый. В Кубке Палермо разгромили 5-0, в общем-то все хорошо, главное, чтобы без травм, как говорится. Ну и какие варианты здесь есть у Саньоля? Прежде всего, конечно, Буду Зивзивадзе, который во второй немецкой Бундеслиге что-то невероятное творит. Там и дубль он сделал, принес своей команде победу. И вообще, в принципе, очень хорошо идет. В 7 матчах у него 6+1, что, я считаю, для нападающего очень хороший показатель. Ну и главное, что тоже по уровню игры, по оценкам, технико-тактическим действиям он тоже в полном порядке. Ну и отдельная история – это Георгий Гулиашвили, который впервые вызывается в сборную Грузии, во взрослую, подчеркиваю, который выступает сейчас за Сараево. Может быть, вы вообще не слышали про этого футболиста. Признаюсь, я особо тоже как-то его всерьез не воспринимал и не следил. Но вот сейчас обратился к статистике. 8 мячей в 8 играх, мячи на любой вкус, там из пенальти, из игры, чего там только нету. Ну и самое главное, что Гулиашвили – это не какой-то, знаете, там алмаз с неба упал. Он играл вполне себе за молодежную сборную, 20 матчей, 8 голов. Он играл в том числе на молодежном Евро, который в 2023 году проходил в Грузии, и даже забивал там в сборной Бельгии. В общем-то, футболист с опытом, самым разным опытом. И не знаю, может быть и стоит рискнуть Саньолю, поставить его в старте, но все-таки это дебют, поэтому, конечно, вопрос остается открытым. Я все-таки рискну предположить, что Микаутадзе будет в старте, а вот эти вот сильные, мощные нападающие, которые есть в распоряжении Саньоля, они появятся скорее, если что-то пойдет не так. То есть, если, условно, Грузия забьет в первом тайме, все будет в порядке, то тогда, может быть, Микаутадзе и продолжит матч. Но если нужно будет отыгрываться или у Микаутадзе будет все не ладиться, тогда вот эти замены подоспеют. Но вот такое личное у меня мнение по этой линии атаки. Ну что же, вот такой выпуск. Постарался по горячим следам, так сказать, обсудить всех футболистов сборной Грузии. Ну, если у вас есть какие-то замечания или у вас есть что добавить, может быть, вы по-другому видите стартовый состав сборной Грузии на предстоящий матч, пишите в комментариях. Буду рад с вами подискутировать и обсудить эти самые игры. Ну и, конечно же, не забывайте про следующий выпуск Соккар ТВ. Мы выходим во вторник утром и обсудим вот эту неделю, Еврокубковую неделю, где тоже, кстати, грузинские футболисты играли. Ну и, конечно же, выходные, матчи Хвичи и Микаутадзе, и Мамардашвили. Много будет интересного, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь с друзьями. Но я надеюсь, что через видео мои микробы не передаются, поэтому давайте выпьем за ваше здоровье. Не болейте, впереди очень важные матчи, и болеть за сборную лучше всего на стадионе. Paris, Paris,